Все любят праздники. Это красиво, это веселье, это так здорово. И все было бы хорошо. Но очень часто у людей с РПП после праздников наступает жуткий послепраздничный откат. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте. Я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о том, почему так часто после праздников у людей с РПП наступает жуткий откат. Заканчиваются ремиссии, наступают какие-то кошмарные периоды, темные периоды, в которых очень много перееданий, очищений, очень много переживаний. Тем не менее, с Новым годом, с наступающим, Так вот, праздники праздниками, а что насчет РПП? Очень часто после праздников, когда праздники заканчиваются, людей с РПП накрывает колоссальное разочарование. И даже не потому, что какие-то ожидания были сверхъестественные от праздников. Ожидания могут быть у всех людей, с РПП и без РПП. И может наступать разочарование, когда праздник был недостаточно волшебным. Но у людей с РПП это связано обычно с очень конкретными вещами. Во-первых, еда. Конечно, еда. Микрофон проверю. Все нормально должно быть. Так вот, еда. Праздники в нашей культуре, по крайней мере, праздники — это застолье, это очень-очень много еды. В прошлом году я говорила, как справляться с этим, как не упасть в переедание, как вообще пережить праздник. Есть такое видео, сейчас дам ссылку на него. Но сегодня буду говорить именно о том, что происходит после праздников. Но сначала, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать как можно больше, чтобы помочь каналу продвинуться, а это в свою очередь поможет другим людям с расстройством пищевого поведения находить эти видео и, возможно, с их помощью получать какую-то поддержку. Так вот, что происходит после праздников? Вот этот период, когда много еды, и вам все время приходится сидеть за какими-то столами, навещать каких-то друзей, гостей, сама новогодняя ночь. Потом это все долго доедается. В общем, еды много. И предполагается, что вы будете ее есть. С чем сталкиваются люди с расстройством пищевого поведения? Что касается людей с анорексией, то, конечно, для них прежде всего тяжело дается набор веса. Если они ели, то увидеть после праздников набор веса на весах очень тяжело. Это вызывает тяжелейшие переживания, сожаление, гнев на себя, гнев на эти дурацкие праздники, в основном на себя, конечно. Желание немедленно с этим что-то сделать, полностью отказаться от еды, порезать себя, наказать себя. Там очень много гнева и очень много тревоги. Поэтому люди с анорексией, конкретно с анорексией, даже если они уже начали восстанавливаться и поэтому, собственно, ели в празднике, они уже как бы решили, что ну ладно, вот я уже буду есть, в конце концов это Новый год. Потом, когда они увидят эту страшную цифру на весах, даже если большая часть этой цифры приходится просто там на воду и на отеки, потому что человек в состоянии анорексии, он всерьез может поверить, что он поправится на килограмм за сутки. И по большому счету ему даже не важно, вода это или жир, главное, что он видит на весах плюс килограмм. Этого уже оказывается достаточно, чтобы впасть в панику. То есть у людей с анорексией, даже если они начали восстанавливаться, если за праздники они прибавят слишком много, это с высокой долей вероятности вызовет откат и уход назад в ограничительное поведение. Что касается людей переедающих, это люди с булимией и компульсивным перееданием, то для них, конечно, подготовка к празднику, особенно для булимиков, там с компульсивным перееданием меньше. Люди с компульсивным перееданием так более-менее спокойнее относятся и к еде, и к набору веса.
А булимики, как правило, дают себе страшный зарок. В новогоднюю ночь есть мало. Они будут есть мало, они будут есть только фруктики, и вот тут чуть-чуть попробуют, и переедание сумеют избежать. В чем проблема с такими зароками? Они никогда не выполняются. Если вы окажетесь за новогодним столом, где много еды, 99% вероятности, что вы переедите, и вы сорветесь. И потом вы будете очищаться. И булимики после праздников обычно уходят в такой марафон очищения, где эти переедания, если там в нормальной жизни у человека 2 срыва в неделю, то после праздников вот этих, это ведь не одна ночь, это обычно сначала мы готовимся к празднику, мы что-то все время покупаем вкусное, мы еще навещаем каких-то там родных, потом, значит, мы это все сидим, едим, потом это все доедается еще, не знаю, дня 3 минимум, потом там начинается Рождество, Старый Новый год, то есть такой вот прям период бесконечных перееданий и бесконечных очищений. То есть это буквально марафон, каждый день, каждый день. И к чему это приводит? Я даже не говорю о вреде для здоровья, там, переедания или очищения. Я говорю только об эмоциональном состоянии. Это, конечно, приводит к колоссальному разочарованию, к ощущению невозможности вообще с этим что-то сделать, к ощущению собственного бессилия. И за бессилием идет такая жуткая боль от того, что я ничего не могу сделать с этим. Я совершенно не могу этому противостоять. Это вообще не в моей власти. И здесь очень-очень много боли и сожаления такого возникает. Не без злости на себя, конечно. Твердое желание все изменить, и поэтому, собственно, много очищений. Опять же, если человек уже был в какой-то ремиссии или подбирался к ремиссии, это вполне может привести к тому, что он выпадет из процесса выздоровления, он вылетит из ремиссии и вернется ровно туда, где он был, когда он очищался там по 1 или несколько раз в день. Что касается людей с компульсивным перееданием, то у них все то же самое, что и у анорексиков. Как очень часто бывает, они набирают вес. После праздников они это обнаруживают, набирают они часто очень легко. А анорексики в реальной жизни набирают сложно. То есть они могут увидеть воду, увидеть плюс килограмм, там, паника. С другой стороны, если анорексик 2 дня не поест, он тут же сбрасывает и этот килограмм, и еще за компанию там, пару килограммов. Очень легко. То люди с компульсивным перееданием и переедающие вообще, люди с лишним весом, очень легко набирают и тяжело сбрасывают. И они, конечно, увидев набранные килограммы, испытывают колоссальное сожаление. Колоссальное сожаление. И главная проблема людей с компульсивным перееданием в том, что они не верят в возможность изменений. Они не верят, что однажды они смогут перестать переедать, и однажды они смогут с этим что-то сделать. Они обращаются за помощью, но в глубине души все равно не верят в то, что это возможно. И увидев прибавку на весах, они как будто еще раз убеждаются в том, что действительно невозможно. Все как и ожидалось. Конечно, я опять набрала, и я, конечно, этого не сброшу. Основные тяжелые переживания могут быть связаны именно с этим. Причем, опять же, если этот человек с перееданием был уже близок к тому или уже начал что-то сбрасывать и уже как-то наладил свое питание, то после такого ухода в чревоугодие вернуться потом опять к этому режиму какого-то более-менее адекватного питания с пониженным количеством калорий будет тяжело. Начинать придется сначала, но плюс у вас будет еще одно доказательство, что у вас ничего не получается. Что делать с этим? Во-первых, что вы должны делать, а точнее не делать перед праздниками? Вы не должны давать себе никаких обещаний. Ни что вы будете есть, ни что вы не будете есть, ни сколько вы будете есть, ни как вы будете есть, что я не наберу, или я наберу не больше,
или я наберу не меньше, если мы говорим про анорексиков. Не давать никаких... У анорексиков может быть еще, кстати, обратная ситуация, не сказала. Они могут восстанавливающиеся анорексики, которые хотят восстановиться. Они клятвенно пообещают себе, что будут есть и не смогут. И это тоже поле для разочарования, потому что там было столько всего вкусного. Я на это все смотрел или смотрела. Я это все хотел или хотела, но я не смог. Я не смог. И там очень много злости на себя, опять же, и такой обреченности. Так вот, главная проблема, чтобы не допустить вот этих эмоций, потому что главная проблема — это не цифра на весах, главная проблема — это эмоции ваши. Потому что то, что происходит с вашей едой, всегда следствие ваших переживаний. Просто вот 100%, 150%. Важно не допустить этих переживаний, чтобы их не было, ничего себе не обещайте. Не принимайте никаких решений. Скажите себе, ну как пойдет, ну как будет, так будет. Я понимаю, что это тяжело, так сказать, да, как будет, так будет. Повторяйте это как мантру, как будет, так будет. Это в конце концов праздники. Ну, это всегда еда, это всегда переедание. Люди часто набирают вес во время праздников, это нормально. Как будет, так будет. Вторая проблема, из-за которой люди с РПП очень часто уходят в откат после праздников, это родные. Люди с РПП не всегда, но очень часто имеют дисфункциональные семьи. Я имею в виду родительские семьи, отношения с братьями и сестрами. Есть люди с РПП, у которых все в семьях хорошо, где их любят, где их поддерживают, и их проблемы связаны с чем-то еще, например, с профессией какой-то такой, где вес имеет очень большое значение, со сверстниками, с партнером, там, мужем или женой, а дома у них все нормально. Это редкость. Чаще всего у людей с РПП в семьях есть проблемы. Там либо кто-то очень токсичный, либо еще какая-то там странная система отношений, и либо там много критики, либо мало поддержки. И когда вот эти праздники, Новый год и Рождество случаются, как бы ожидается, что мы будем общаться со своими родными, что мы там будем навещать родителей и так далее. И с чем здесь сталкивается человек с РПП? Во-первых, навещая родных, с которыми он не живет постоянно, он сталкивается прежде всего, конечно, с комментариями. Типа, ты так и не похудела. Или, ой, что-то ты опять набрала, надо что-то с этим делать. Или наоборот, ой, ты все худеешь и худеешь, все худеешь и худеешь. Или, ой, как здорово, ты немножко поднабрала, ты хоть порозовела немножко. Для анорексика это прям знак. Это, когда ему говорят, ты хоть чуть-чуть округлилась, для анорексика это звучит как ты стала ужасно, отвратительно, мерзко, жирной, немедленно сделай с этим что-нибудь. Тебя невозможно выносить в таком весе. И они идут и делают. Вот, комментарии. Комментарии могут касаться ведь не только внешности и веса. Комментарии могут касаться всего. Как я уже сказала, если это дисфункциональные семьи, то это могут быть комментарии относительно работы, отношений, количества денег, каких-то поступков, каких-то принятых решений. То есть вам там расскажут, в чем вы неправы, как вам надо поступать, что вам надо делать со своей жизнью. Вторая вещь — это сравнение, когда вы смотрите на своих близких, а люди с РПП так любят сравнивать, особенно анорексики и булимики. С компульсивным перееданием там попроще, они уже заранее знают, что они во всех сравнениях проиграли и как бы даже уже не сравнивают. Это просто априори. Я хуже всех все равно.
А булимики и анорексики не могут согласиться с тем, что они хуже всех. Они начинают сравнивать, кто как там, кто как выглядит, кто сколько весит. Анорексики обожают. А я тут самый худой в комнате. Или не дай бог, я не самый худой в комнате. А я меньше ем, чем все. Не дай бог, кто-то ест меньше меня. Начинаются сравнения, сравнения, сравнения. Для булимиков это кто-то успешнее, кто-то построил семью, у кого-то там больше денег, выше должность. И это тоже все связано с переживаниями, плюс ваша дисфункциональная семья может начать вас сравнивать или дать вам почву. Типа, а помнишь, у тебя была подружка по имени Маруся? Ты знаешь, а она-то уже вон то и вот это. А ты такой сидишь весь в РПП по уши и только и думаешь о том, как бы успеть добежать до унитаза до того, как у тебя все начнет всасываться. А у людей там жизнь. И это чертовски расстраивает. Или расскажут вам, как кто-то похудел, например, или устроил личную жизнь, если у вас лишний вес. Ну, да, сравнение. И вот эти все старые паттерны, от которых, собственно, у вас и проблемы. Там, что мама токсична или критикующая, что папа жестокий, что родители холодные, что родители язвительные, что родители недобрые, что они не принимают. Вот эти все старые паттерны, про которые мы каждый раз надеемся, что этого не произойдет, что уж сейчас-то нам не будут этого говорить. Уж сейчас-то, в конце концов, от нас отстанут. И, наверное, мы проведем какой-то хороший, нормальный семейный праздник. А потом человек с этим сталкивается, ничего не изменилось, и он как бы вот эти все его старые травмы детские, в них это все попадает, все это обостряется, воспоминания и переживания поднимаются, и человек уходит в откат, в ухудшение состояния, в обострение состояния. Вторая сторона этой проблемы с родными – это одиночество. Многие люди одиноки, у них никого нет. Или они не общаются по каким-то причинам со своими близкими, по серьезным причинам, но у них никого нет. И в празднике вообще одиночество переживается тяжело, это все знают. Мы как-то особенно чувствуем, что мы одни, когда все вокруг веселятся, все с семьями, а нам как бы не с кем. И часто даже друзья у вас есть, но друзья с семьями, а вы один. Это очень тяжело. И чем тоже не прекрасный повод накупить еды и все это съесть, а потом очищаться и есть снова. Или чем не прекрасный повод провести новогоднюю ночь, отжимаясь, приседая и сжигая калории. Ну классно же, вроде и при деле, и вроде не так прямо и чувствуется, что ты один. Вот, это вторая проблема. Что делать в этой ситуации? Максимально избегать столкновения с этими чувствами. Если вы можете не общаться с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя плохо, не общайтесь. Найдите благовидный предлог и не общайтесь. Да, избегать плохо, говорят психологи, это не решение проблемы. Избегать плохо того, что у вас в голове. А того, что вам дают и на вас навешивают, там, чувство вины на вас навешивают, какие-то сожаления, переживания о том, как вы выглядите, на вас навешивают, чувство вашей неполноценности на вас навешивают. Избегать того, что вам извне навешивают, очень даже хорошо. Это правильно. Вот это то, чего нужно, и избегать как можно тщательнее. Поэтому если только вы можете избежать контакта с токсичными родственниками, избегайте под любым благовидным предлогом или неблаговидным, в зависимости от того, насколько вы можете прямо сказать, что я не хочу с вами встречать Новый год, потому что вы меня задолбали, вы там токсичные все. Ну или там, не знаю, корпоратив, заболел, трубу прорвал, вообще все что угодно. Главное избежать этого контакта. Что касается людей одиноких, то же самое, избежать столкновения с этим одиночеством. Там, обзвонить всех знакомых, узнать, может кто-то тоже одинокий, даже если это не очень близкий для вас человек. Пойти гулять по городу, заранее подумать, чем вы будете заниматься в новогоднюю ночь, что вы будете смотреть. Заведите себе котенка, если давно собирались, возьмите его непосредственно перед Новым годом. Так, вот про котят заговорила. Вот.
В общем, подумайте, что поможет вам в новогоднюю ночь чувствовать себя получше. Прям сядьте и подумайте заранее, придумайте для себя что-нибудь интересненькое. Что еще? Почему еще после праздников, после Нового года у нас часто происходит откат? Потому что во время праздников, особенно женщинам, приходится много наряжаться и много смотреть в зеркало. И когда вы глубоко не удовлетворены своим весом, например, потому что вы набрали вес, или у вас отеки, и вы плохо выглядите, это само по себе испытание. Потому что все наряжаются, все приходят, все красивые, там какие-то худые все, в лучших платьях, чем вы, волосы у них лежат лучше. Ну, вот я сейчас про булимиков в основном говорю. Для анорексиков и для людей с компульсивным перееданием это все худее, и все похудели, и все смогли надеть что-то такое. И у всех как-то жизнь веселее и радостнее, у них там что-то происходит в этой жизни. Вот. Вот это столкновение, опять же, с чувством собственной неадекватности, с тем, какая я некрасивая, какая я неловкая, как я плохо вообще выгляжу, чувствую себя и вообще какой я не очень-то человек, уродилась. Вот это тоже колоссальная проблема, после которой, от которой людям становится не столько радостно, сколько грустно, и хочется уйти в откат, то есть перестать есть или начать есть, и начать рвать, и, в общем, вернуться в свой привычный вот этот вот круг, когда большая часть вашего мозга, вашего сознания занята вот этими играми с едой. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации обесценивать. Обесценивать. Опять же, психологи говорят о том, что обесценивать это плохо. Плохо обесценивать себя. Плохо обесценивать свои чувства, плохо обесценивать чужие чувства, обесценивать какие-то вещи, которые на самом деле сверхъестественной ценности никогда не имели, а вы им эту ценность присвоили. Это то, что делать нужно и делать хорошо. То есть, ну какая разница, ну отекшие вы или не отекшие, боже мой, это всего лишь один Новый год из там, я не знаю, 85 новых годов, которые у вас уже были и будут. Ну какая разница, кто-то вас там увидит, что у вас там вы прибавили столько-то килограммов. Боже ты мой, и что, жизнь закончится? Ну увидят они. Ну да, ой, мне будет стыдно, мне будет плохо, я буду чувствовать себя некомфортно. Да увидят и увидят, да ну в конце концов. Ну что это? Ну я что, на прием к английской королеве? Ну вроде нет. Или что там у меня? Смотри, на меня там замуж будут выдавать. Ну, вроде нет. Что, конкурс красоты? Ну, тоже вроде нет. Ну, так что переживать? И вот это вот обесценивание как-то, да какая разница, господи? Да ну, ай, да ладно, подумаешь. Уж подумаешь, тоже мне. Прям повод еще переживать из-за этого. Есть у меня там мешки под глазами или нет у меня мешков под глазами? Переживут они мои мешки под глазами, ничего с ними не будет там. Как-нибудь они с этим справятся, что я набрала 3 килограмма. Уж как-нибудь переживут. Вот что делать. И последнее. Что делать уже после праздников, когда все плохое случилось? Когда вы уже набрали. Или когда вы не смогли есть, хотя собирались. И когда вы выглядели не так, как хотели. И не можете смотреть на свои фотографии с новогоднего вечера, потому что кажется, что вы самый безобразный человек на планете. Что мы делаем после этого? После этого мы нормализуем. Мы говорим сами себе, это нормально. Ну это нормально, ну это Новый год. Ну понятно было с самого начала, что я переем. Ну все люди с булимией и компульсивным перееданием переедают на праздники. Я же еще не выздоровела, я же не в ремиссии. Или если я в ремиссии была, ну я же еще не здорова полностью. То есть я не сделала ничего такого, чтобы не сделал любой другой человек в булимии или в компульсивном переедании. Нормализуем. Если у вас анорексия и вы набрали вес, вы это тоже нормализуете. Вы говорите, ну, в конце концов, я же и не собиралась худеть. Я сейчас говорю про выздоравливающих анорексиков, про выздоравливающих. А я же в конце концов, ну как бы в этом и смысл. Ну да,
больше килограммов. Ну да, меня сейчас триггерит. Но любого человека с анорексией будет это триггерить и расстраивать. Это нормально, что я вижу эти цифры, и меня это пугает. Это нормально. И хотеть уйти в откат и перестать есть в такой ситуации, это нормально. А вот буду я делать это или не буду? Буду я следовать за этим желанием или не буду? Это уже связано с тем, хочу я выздороветь или не хочу. Или если вы не смогли есть, сидя за столом, вы точно так же говорите себе: ну что ж, но я же еще не выздоровела. Но это нормально, что я не смогла есть. Очень жаль, конечно, но это нормально. Я же продолжаю работать над этим. Это не последний Новый год, в конце концов. И не последний торт, который передо мной поставили. Это нормально, я работаю, я занимаюсь. Постепенно будет становиться лучше. Это нормально. Это, наверное, все, что я хотела вам сказать по поводу праздников и о том, почему происходит послепраздничный откат, как его не допустить или минимизировать последствия праздников, и что вообще с ним делать, если он случается, нормализовать. Ну и все, с наступающим. Еще раз, моя симпатичная, красивого цвета мишура. С Новым годом, с Рождеством. Желаю вам счастья, счастья, счастья и выздоравливать. Желаю вам выздоравливать в следующем году. Пока. Нет, не пока. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой телеграм-канал. А вот теперь пока.